And she started to write to me every day. Вот как-то мне пока с этим тяжеловато бороться. She's so stubborn. Really wanted to have his permission. А вам надо, вам интересно, вам хочется? Hey, I'm Larry, and this is my friend Sal. We're the best friends, and this is my treehouse. Итак, привет, ребята! Сегодня мы снимаем наш долгожданный вопрос-ответ в Ларе и Сале. Будем отвечать сейчас на ваши вопросы, но перед этим мне нужно сделать маленький анонс на английском. Hey guys, before we start to answer your questions, I need to say that this video has the English subtitles here. You can use it, so don't forget about it, because this video has the Russian language, the English language, and we didn't want to separate you guys because we love you. Don't forget about subtitles, guys. English subtitles here. Here. I'm not sure where exactly. That's it. Давайте так, представимся. Я Ален. Я играю в нашем фанатском фильме по Салли Фейсу внезапно Лария, конечно же. И, в принципе, так вы меня здесь большинство знаете. Это Вика, она играет... Это Сал, ну вы и так, думаю, все видите. Привет. Вау, клевая маска. Это протез. А за кадром сегодня у нас сидит Аня. Аня, подойди сюда, поздоровайся. Вы Аню так не часто здесь просто видите со стороны, но вообще она у нас играла Мейпл, а еще она сняла большую часть, наверное, всех вообще сцен в Салли Фейсе. Она снимала нам целиком первый фильм, во втором половину буквально сняла, и в Утопии она вот постоянно с нами тут тусует. Да, она, кстати, сегодня будет читать вопросы за кадром. Мы их не видели. Мы не видели ваши вопросы. Так что если каких-то вопросов не будет, ну... Виновата. Вот, да. пишите ей в ЛС, виновата во всем. Такой вот абьюз у нас в коллективе, понятно. Не так. Зачем ты так говоришь? Они же поверят, что я злой. Ребята, я добрый, я... Он злой! Нет! Я всех люблю, всех люблю. Как вы познакомились с вселенной Салли Фейс и почему фильм именно по нему? Мы уже отвечали на этот вопрос, но если коротко еще раз на него ответить, то... Со вселенной Салли Фейса сначала познакомилась я в далеком 2018 году. Я была школьницей и фанатела по Салли и Ларе, а потом я познакомилась вот с Алленом, поняла, что, он должен стать Ларри. Вот так вот, и все. Я вообще хотел Сала косплеить, на самом деле, сначала, но она меня убедила, что Ларри мне подходит. Я в это не верил, пока она вот мне не внушила это манипуляциями, обманом, шантажом и гипнозом. С какими трудностями пришлось столкнуться во время съемок? Я знаю. Большую часть времени, пока мы снимали наши фильмы, мы жили с Алленом в разных городах. Я тоже знаю. Поэтому самая большая трудность была выбрать вообще время, когда я могу к нему приехать или он приедет ко мне, когда будет свободно, чтобы сниматься. Да, в общем, самая большая трудность — это, пожалуй, разные города. Я хотел носок показать. Тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-тунг сахур. Ну, ладно, я тоже покажу свой. Тралалеро, тралала. Как это относится к вопросу? Да, я согласен с этим ответом. Тяжело было делать декорации для Утопии. Я приезжаю к своим родителям в гости. Они меня не видели месяца полтора-два. Я запираюсь в комнате. Ко мне заходит однажды мама, и я там режу могилу для съемок Утопии. У меня просто, чтобы вы понимали, вся комната была вот так вот сплошняком в несколько рядов в могилах. Это было очень... Пенопласт, ребят. Да, из пенопласта. Это было очень странно, потому что потом было еще интереснее. Я просто своим друзьям такой говорю, рассылку делаю, то что, ребята, привет, мне нужна ваша помощь, у нас съемки. В лесу нужно будет вкапывать могилы искусственные, не настоящие. Мы типа сымитируем с вами кладбище и будем снимать там фильм.
Мои друзья такие, ну, в принципе, ну ничего нового. В принципе, мы уже знали, на что идем, дружа с тобой. Вот Аня сидит, кивает, она этот день помнит. Я киваю. Самое, что классное, там иногда люди проходили, они были просто в восторге, они так подходили, все спрашивали, а что вы тут делаете, а что вы делаете? Было очень, короче, забавно. В любом случае, несмотря на то, что декораций было много разных сложных, они все довольно интересные, будь то там гитара или гирбой. Вот, например, однажды мне пришлось собрать ретро-телефоны древние, собирать у разных людей. И мы пытались как-то подобрать, что нам подходит по временам. Это просто интересно. У нас уже такой вагон техники, вон плеер там лежит. Плеер мы нашли кассетный, это было тоже вот прикольно благодаря съемке. Is it hard for you to get out of character after a long shoot? Or do you get so immersed in the characters that you adopt their habits in real life? When I listen the music, or even when I hear something there, I can't control myself because this... Ох, Сал. А это смысловые фальсификации. I don't know, this is kind of part of me right now. So, yeah. That's the habit I have from Larry. What about you? Yeah, I think that's it. Что было самое сложное в вашем проекте, а также планируете ли вы в будущем еще такие же проекты по Sally Face или другим фандомам? Самое сложное — это как раз-таки не устать от фандома, от одних и тех же персонажей. Вот, потому что наши съемки, они довольно продолжительные, как вы могли заметить. снимаем «Утопию» уже вот Второй год, да. Выгорание словить крайне легко. Вот. А насчет того, планировали мы что-то по Sally Face'у, сейчас, мне кажется, мы очень хотим уже доснять именно «Утопию», что мы уже на финишной прямой, на самом деле. Вот, смонтировать ее и, ну, точно отдохнуть. Там не планируем. Да, не планирую. Sally Face пока сложно тут сказать, потому что на самом деле, да, в «Утопии» мы как будто бы затронули уже, ну, почти вот все, что, в принципе, в самом Sally Face есть. Как будто бы, мне кажется, вот в «Утопии» мы очень много тем раскрыли, которые я вот, ну, я лично, когда писал сценарий, я очень туда много вкинул того, что вот лично я хотел бы сказать, там, от лица Ларри, и в целом сейчас мне будто пока что нечего сказать. Но если выйдет там какая-то новая часть по Sally Face, какой-то контент, мы не отрицаем, что есть такой вариант, что мы такие, о, надо делать. Ну, мы сейчас работаем с Аркейном, у нас по Аркейну большой проект, мы делаем там тоже скетчи всякие, и вот как раз скоро у нас будет съемки второй части, да, она будет, ребята. Спасибо всем, кто поддерживал нас. Ага, я прервал это видео не просто так. Я хотел вам сказать важную новость. Так, что-то тут как-то тихо. О, так-то лучше. Итак, во-первых, у меня сейчас день рождения. Чтобы вы понимали, насколько я сильно вас люблю, я монтировал это видео в ночь. Вот всю ночь я сейчас в свой день рождения монтирую это видео, чтобы вы его поскорее увидели. Вот, 2. Напоминаю вам про наш Бусти. Если вы хотите поздравить меня, поддержать мои проекты у нас на Бусти, там хоть Sally Face или Аркейн, еще что-то. Это самый классный для меня подарок, потому что мое творчество — это мое все. Вот. Так что все, не буду вам мешать наслаждаться этим прекрасным роликом. Я ухожу. Чем интересуетесь помимо Салли и Аркейна? Много чем. Ну что, сейчас у нас новый гиперфикс, это Star Wars. Покажи свою падаванскую косу. У Длинная. меня падаванская коса, как в «Звездных войнах». У нас очень много всегда интересов. Параллельно мы сейчас смотрим еще «Детство Шелдона» и посмотрели «Теорию Большого Взрыва». Ну, вообще мы очень много контента потребляем, очень много всегда каких-то сериалов, фильмов, фандомов. Да, Салли, Да, ты такой Да. Ладно, ну что сказать, да. Лично сейчас, вот у меня, я схожу с ума по «Звездным войнам», я открыл для себя эту вселенную, мы увлеклись сайберфайтингом, это когда лайтсейберами, световыми мечами размахиваешь, что очень весело. Какую-то группу людей собрали уже джедайскую, ну и живем лучшую свою жизнь. Сделаете ли вы отдельную звуковую дорожку только с английской речью в новом и старых фильмах по СЭФ? Мне она очень понравилась, захотелось послушать ее без русской.
Я хочу сказать, что английская озвучка, которую вы слышите в фильме, она, скажем, как декоративная. Она сделана так, чтобы она звучала хорошо на фоне. Она не предназначена для того, чтобы ее слушали отдельно. Там порой неправильный текст, там порой все шиворот на выворот, просто чтобы это звучало хорошо на фоне. Но недавно я об этом задумался. Нужна студия. Мне нужно найти на каждого персонажа человека, который хорошо говорит на английском, который хорошо озвучит, чтобы мы там это все записали. Чтобы вы понимали, вместе с Утопией наш фильм по Салли Фейс длится примерно, наверное, уже около 3-4 часов. Это если объединить все, что мы снимаем, и да. Утопию. И озвучивать там, довольно много. Я сделаю цель на Бусти, то есть, если вы заинтересованы в том, чтобы увидеть полную английскую озвучку, я думаю, что мы можем сделать шаг в эту сторону. Все зависит, на самом деле, от вас. Если мы увидим заинтересованность, если вам это хотя бы просто интересно, напишите об этом в комментариях. Ссорились ли вы между собой во время съемок? Бывает тогда такой момент, что бывает просто очень съемки тяжелые, там, например, холодно очень сильно, или вы уже устали, вы в лесу, да, ночь, там, а вы могилы копаете. Бывает. И бывает такое, что вы уже настолько уставшие, а вам надо что-то там отыгрывать, и, конечно, кто-то на кого-то может там немножко поагрессировать, сорваться, но в такие моменты я лично всегда пытался максимально держаться, наоборот, такой, типа, так, все, подожди, ты молодец, там, потерпи еще чуть-чуть, ну, короче, как-то держать этот дух, потому что, ну, уставали мы все, но если кто-то сорвется на кого-то, я понимал, что это все. Это ничем хорошим не кончится, поэтому мы всегда старались держать вот этот баланс в нашей вселенной Салли Фейс, чтобы все были счастливы. Алин, ну все спрашивают, очень многие спрашивают, как вам пришла идея снять фильм по Салли Фейс? Этот вопрос довольно популярный. Он у нас был уже... Ларри, как тебе? Я говорю, ну прикольный, нормально, как мне кажется, тебе подойдет. Я такой, да как-то не знаю. Она такая, ну сделай закос. Ну я что делаю, 1, 2, 3, реально смотрю, что-то неплохо получается. И Вика такая, все, я Салли, ты Ларри, косплеить будем. И я так, ладно, давай. А потом что-то она ко мне приехала, и я что-то такой говорю, блин, а давай какое-нибудь видео снимем. Ну и, собственно, так получился фильм «Мемория». Ну, вот как-то так. Все, на самом деле, какой-то супер истории нет. Это абсолютно спонтанная вещь. Мне кажется, наоборот, оно просто само шло, вот как должно было идти, ничего внезапного не было, просто как-то мы по течению плыли, и все. Такой, Доплыли вот сюда. Внезапный деп случился. Сейчас вопрос не связанный с Салли Фейс. Сколько у кого татух пирсинга? И в каком возрасте сделали первый раз? Татухи, пирсинг, все в 18. Вот этот пирсинг фейковый, потому что недавно я снял свой пирсинг. Вы должны сказать были Сейчас, смотрите. Потому что недавно я снял свой пирсинг. Чтобы вы понимали, это обманка. Это обманка. Все обманка. У меня даже, понимаете, в ушах это нарисовано маркером, это даже не проколы. То есть все. Единственное, что у меня осталось, то очень много татуировок. Я вам их даже сейчас не сосчитаю, но их очень много, ребят. Вот новая заживает буквально. Шининефор. Я становлюсь Норбисом. Ну, в отличие вот от этих вот нормисов, как бы, у меня... Ладно, у меня нет пирсинга, у меня есть только дополнительные проколы, но которые настоящие, между прочим, да, как в каноне у Сала. Дальше, татуировки, я не помню, сколько мне было лет, когда... Наверное, 18. либо 18, либо 19. Тоже уже очень много, они прибавляются постоянно. Вот, кстати, татуировка по «Звездным войнам», вот, в тему о гипофиксах наших новых. Их тоже много, я не сосчитаю. А на ноге у меня грибочек, который мне набила Аня. Это была первая татуировка. А я тогда покажу татуировку, которую мне сделал Ален. Татуировка, которую мне сделал Ален. Это была моя первая татуировка. Кстати, была моя одна из первых тоже. Вот. А это моя вторая татуировка. Всего у меня 2 татуировки. Но зато у меня есть пирсинг. Сделала я его 15 лет. Поаплодируем настоящему нефору нашей Не компании. повторяйте это дома. How did you all meet? Оу. Я уже не знаю, как сесть просто. Speak in English. I don't know how to sit. Okay, how we met each other, right? Yes. It was 3 years ago. I met her in a Arcane project. I was there as Victor, she was a Jinx, and what can you add? I found him on TikTok.
Oh, you found me on... You watch my TikTok? Wow. This is the new information even for me, guys. We were in the same Arcane project and we met in Moscow. I went to the Moscow and there we had the party where we were as Arcane characters. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Oh, spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead. Stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. It was really fun, but then she started to write to me every day. She's so stubborn, but in a good way, because, you know, it was like, she sent to me a random photo like, hey, look, which outfit I have today. I was like, okay, she wants to talk with me, and she wrote to me every fucking day. You know what, one day I was like, wow, this girl really wants to chat with me. And we started to watch a series, right? Shameless. It was the Shameless, yes, it was the Shameless. And then, look where we are right now. ESL. Now we're Sally and Larry. But the Arcane connected us a long time ago. Oh, sorry. Услышим ли мы новые песни группы Черти 140 и прозвучат ли они в Утопии? Черти 140, давайте маленький рассказ. Кто это вообще такие, кто не знает. Это вымышленная группа в нашем Салли Фейсе. На нее ходили Салли и Ларри. Сегодня Черти 140 играют в локальном клубе одном. Прикольные чуваки. Ты хочешь со мной? Я так плох. Я такой грустный. Чувствую себя злом. Мне так плохо. Болючая боль. Это все во мне. Болючая боль в моей голове. Боль, 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 боль. В том году у них выходил альбом, я просто так решил выпустить их треки, типа якобы это настоящая группа. Вообще идеи песен у меня всегда много, просто как-то не знаю, в данный момент как-то я не думал об этом. А что вам? А вам надо? Вам интересно? Вам хочется? Вам надо? Вам нравится? Вам надо? Напишите в комментах, если вы хотите больше музыки конкретно чертей. Но, кстати, у нас в Утопии будет одна группа, новая группа. Она такая будет больше женская, да? Вот там вот будет кое-кто. Там очень будут интересные треки. Кричали ли вы когда-то вне косплея в пасмурный день «Ларри, ноу!» Да. Like this. Следующий вопрос на английском. Do you both have a relationship? Separately, I mean. I have someone. Do you have anybody? Yeah. We have people. Будет ли когда-нибудь фан-встреча с подписчиками или трансляция на платформе какой-либо соцсети? Очень сложно сделать какую-то фан-встречу, во-первых, потому что я стесняюсь. Реально, не знаю, у меня какой-то дикий комплекс того, что я не буду выглядеть в жизни так, как выгляжу на видео. Вот. Как-то мне пока с этим тяжеловато бороться. Во-вторых, у нас очень сильная аудитория разбросана сейчас по миру, по городам, и собрать, в принципе, мне кажется, их будет трудновато. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
А насчет вот трансляции, кстати, давно уже об этом думаю, на самом деле, будто бы где-то бы стоило. Если мы бы устроили какую-нибудь трансляцию, что бы вообще хотели бы, чтобы мы на ней делали, и в какой соцсети? Вы хотите, чтобы мы пришли с Алифейс, не дай бог. Вот, пишите в комментариях, вот Вика предложила, если вы хотите, чтобы мы с Викой постримили Салли Фейс, как мы проходим Салли Фейс после Утопии. Мне, честно говоря, кажется, что я уже буду просто слово в слово цитировать каждого персонажа. Мне кажется, мы Салли Фейс пересматривали, перепроходили триллиард раз, просто потому что мы вот чисто диалоги там изучали. Как вы создавали сцену с Эшли на кладбище? С божьей силой. Реквизиты было, да, создать тяжело, все придумать было реально непросто, но за счет того, что мы вот к компании собрались, коллективно собрались, как-то прям вот супер, мы прям как один организм все сделали, было очень круто, каждый человек приложил туда много усилий. Очень тяжело было снимать сцену, когда вот Эш просыпается с этой рукой, с глазом, кровью. По счету у нас прям было все отработано, свет, дым, там поднять камеру. Ну и, конечно, Эш очень хорошо справилась, потому что, ну, вы представляете, вот это насекомые, ночь, ничего не видно. Тебе некомфортно, ты весь вот в гриме, у тебя глаза, все болит уже, ты там несколько часов, а тебе надо ползать в грязи вот в этом всем. Скажу так, мы справились, я думаю, шикарно, мы прям молодцы, все, кто там были, я просто ими горжусь и всех их люблю. What brand of makeup and paint do you guys use? Everything we can find, actually. Nothing specific, I guess. We're punks. We use what we see. Think what you want to think. In our first Sally Face movie, we used toilet paper for my face. Oh, yeah. A toilet paper. It was really hilarious. But actually, it looked not bad. Not bad, but Still not good. Hi, about cosplay. Exactly how many cosplays have you done with the team? Let me explain one moment. It works like we have the idea, we find the people we need for our idea, and for every project we have these people who are interested in this like who we are. Because for Arcane we have one team, for the Salad Face we have other team. I mean, we have the different teams for every project. Как вы представляете себя через 10 лет в плане внешности и чем будете заниматься? Знаете, учитывая, сколько мы уже лет снимаем Салли Фейс, мне кажется, я лет через 10 буду также в косплей-ларе сидеть и говорить такой: ну, я Ларри. I live in a basement. Просто хотел бы, чтобы мы были счастливы, занимались тем, что мы любим, и чтобы мы, ну, не теряли себя. Я не знаю, как-то даже сложно ответить на это. ну, самое главное это не потерять, ну, знаете, интерес к жизни. Хочется всегда чем-то такие вот гореть, зажигаться и что-то творить. И не потерять харизму. Yeah. How long does it take to make a Sally Face live action, and do you ask for Steve's permission? I am Steve. Sorry, I couldn't control myself. I like the Minecraft movie. I tried to write him a lot of times. On a mail, on a comments. Steve, what is me? We really wanted to have his permission or, I don't know, his thoughts about our project, but he didn't reply to us. He commented my self-face tattoo on my account on Instagram. He also liked a lot of times our TikToks, our photos, photos from our filming. So I think he knows that there are some people who do their stuff, but I don't know what he thinks about us. But I tried. I tried so hard. In the end. Будут ли смешные вырезки из Утопии? Ой, Колбасные. нарезки. Детей. Не знаю, нравится. Да. А вообще, няу. Хочется, да, вообще я хочу сделать видос в целом про то, как мы это снимали. У нас очень много материала, которого нигде вообще не было. Думаю, в кучу какую-то собрать я это постараюсь точно. Если много кого, кто из вас хочет, пишите в комментарии. Мы зажигаемся, если вас много.
Слушаете ли вы группу Gorillaz и будете ли вы делать косплей на Gorillaz? The digital won't let me go. Yeah, yeah, yeah. I love Gorillaz. I wanted to do a 2D cosplay. Подождите, почему я на английском говорю? Это был вопрос на английском или на русском? Он был на русском. Я был на концерте Gorillaz. У меня даже есть автограф Дэймона Алберна. Правда, концерт был, кстати, очень грустный, потому что был концерт, который продлился 30-40 минут, потому что дождь, короче, такой был сильный, что он смыл сцену. Давным-давно мы хотели куда-то в наш график запихнуть проект по Алло, Gorillaz, Стив извините. Мы хотели снять проект по Gorillaz, снять клип в своем стиле, ну, повторить. Да. Вот они срослось. У нас просто не было времени, на самом деле, к этому прийти еще. Мы выбираем, что приоритетнее, потому что, допустим, есть Sally Face, мы там взялись за Аркейн, мы просто понимаем, что что-то большое третье, но мы физически не вывезем. Это все очень тяжко. Поэтому, ну вот... Потому что мы всегда знаем, что снимать. Я еще снимаю. Это канал Disney+. Смотрите, оставайтесь с нами. Добавляли ли вы что-то свое в фильм? У нас просто цель, когда мы что-либо снимаем, это снять это именно из-за того, что мы хотим добавить чего-то своего. Кстати, в точку, потому что Аркейн мы как раз из-за этого и начали снимать, потому что мы такие посмотрели Аркейн, что-то как-то недосказанности много, хотелось вот какие-то свои идеи добавить туда. С Салли Фейсом была аналогичная история, вот все знают, вот эта сцена ссоры, которую мы добавили, Да. у нас уже у самих эффект Манделы, что это было в игре, Да, но этого да. не было. То есть вот такие какие-то окрасы новые. В утопии мы, скажем так, сюжетные целые арки добавили свои. Мы вам просто их пока не показываем, мы хотим сделать вам это сюрпризом. Мы попытались просто немножко доработать какие-то элементы 5-го эпизода Sally Face, попытались немножко адаптировать, как бы мы это сделали. Мы очень надеемся, что вам наше видение придется по вкусу. Вот, я вот все сказал. Покажите любимые носки. Тун-тун-тун-тун-тун, Сахур. Тра-ла-ле-ло, тра-ла-ла. Тра-ла-ла. Еще многие спрашивают, было ли это затратно. М-м-м. No, money. Это всегда затратно. Я думаю, что это все. Последний вопрос, самый главный. Пицца с ананасами стрём или норм? Пицца с ананасами? Стрём. Серьезно? Слушай, мы не осуждаем. Слушай, Вы меня все, осуждают. вы все Я ели... попробовала ее один раз при себе же и сказала, что мне понравилось. И я ее пробовала еще второй раз, чтобы дать ей еще один шанс, потому что все-таки я в Ростове живу, стыдно как бы такого мнения, да, иметь. Мне не понравилось. А ты, Аня, ты тоже не любишь пиццу с ананасом? Я считаю, что это надругательство. Это просто мамма мия. Маргарита, паста. Я не знаю, как можно жить в Ростове и не любить пиццу с ананасом. Понимаете, это наш девиз. Как сказать, что ну вот раки, фу, хотя ты ростовчанин. Ну, Ты не любишь раков. Давай так, я не ем, но их уважаю. Я уважаю тех, кто ест раки, но это другое. Ну, Вика вообще, она вот не любит еще пиццу с баклажанами. Зато я люблю томатный сок. Ненавижу томатный сок. Вот ты любишь пиццу с баклажанами? У меня аллергия на баклажаны. Да вы Я вообще не могу прикалываетесь! есть. Все, А вообще у меня сахарный диабет, я имею право ничего не любить, понятно? Ссора в нашем коллективе. Я вот после этого вообще не знаю, как. Вот понимаете, то есть я каждый раз заказываю пиццу с ананасами, а оказывается, вы ее все не любите, вы мне все врете. Ну что, ты расстроился по поводу пиццы с ананасом? Потому что вы мне все врали, вы едите ее со мной, а вы ее не любите. Мы вообще-то берегли твое здоровье, ментальное и физическое. Мы твои самые лучшие друзья, самые настоящие, самые преданные. Вот как ты можешь своему другу сказать правду, но которая, понимаешь, будет ранит его сердце? Ну, понимаю, вы мне только что сказали. Спасибо вам за ваши вопросы.
было очень интересно на них отвечать. Конечно, извините, что не все попали. Вот, если что, Ане, пишите в ЛС, я там на нее ссылки укажу. Можете... Не надо мне писать. Она отбирала. Просто простите меня, пожалуйста. Сейчас, честно говоря, мне даже не верится, что я сейчас сниму Ларри. В ближайшее время, в ближайшие месяцы мне не надо в него одеваться, чтобы снимать фильм. Это очень странное чувство. Я тоже не верю, что я сейчас сниму протез и положу его в какой-нибудь дальний ящик, и все, мне ничего не будет давить нос. Да, Но я его очень сильно люблю. Но, с другой же стороны, я понимаю, что когда сейчас я уберу костюм Ларри, а Вика закроет протез, это значит, что утопия доснята. Вы это скорее уже увидите, а мы этого тоже жаждем, потому что все-таки мы... Не знаю, я мечтаю просто читать ваши комментарии, Да. что вы думаете. Там столько всего заложено, столько мыслей, да я разборы могу уже посвящать этому. То, чем я хотел закончить данное видео, эту мысль, то, что мы не прощаемся, ребята, это просто этап. Мы еще здесь. Блин, что под конец резко стало как-то грустно. Вот я закончу. Это, видишь, это традиция всех наших видео. Это не грусть, это душевность, ребята. Это искренность и душевность. Кстати, хотите вот фан-факт, чтобы вам было весело? Внутри гербоя за основу взята палетка теней. Да. Там палетка теней. Когда-нибудь расчехлим его. Возможно. А может быть, и будет очень сильно жалко. Это как код Шрёдингера. Ты Есть можешь... ли там палетка внутри или нет? Нет, она есть, но ты откроешь, ты не будешь знать, что внутри, в каком она состоянии. Но пока я не открою, я, в принципе, не Да. знаю, есть ли она там или нет. Да, да. Thank you guys for watching this video. And remember, Sal and Larry love you. Yeah.